Привет, мои дорогие друзья! Привет. Начинаем свой денек с уборки вот этой кучки дров. И потом еще поедем за следующей. Осень, плюс 25. Осенние деньки бабьего лета. Мы с Алексеем Анатольевичем выбрались в нашу заимку еще вечером прошлого дня. Под истопленную кирпичную печь, да под легкую усталость после колки дров мы легли спать, чтобы выспаться и утром со свежими силами заняться делами, которые накопились на нашем участке. Тележки не хватает. Сюда тачки. Надо будет обзавестись как-то. Раскололи, стаскали, освободили это место. Сейчас мы хотим убирать, перевозить на новое место вот эту генераторную. Вот она у нас закреплена на скобах. Эти скобы сейчас срежем. И на УАЗике как-то, не знаю как, в общем, повезем ее туда за баню. О, все, оторвалось. Генераторную мы подтащили, и сейчас, чтобы ее затащить сюда, в эту сторону, вот я встал на УАЗике, сейчас буду лебедиться и на лебедочке тихонечко потащим. Давай, Лёг, где? Все, сейчас будем его на лебедочке потаскивать. Генераторная, друзья, на месте. УАЗик мощь. Вообще даже и не понял я. Тем более УАЗик даже и не чувствовал. Здесь протащил налегке. Там лебедочкой. Все шикарно стоит. Сейчас нужно ту сторону подкопать, чтобы генераторная стала ровно. И все. Потом будем тащить провод в ПНД гофре. И все, друзья. Будем наслаждаться тишиной теперь. Генераторная проехалась довольно-таки гладко по газону. Правда, газон все испорчен здесь. Вот следы. В принципе, 3 движениями, можно сказать. 3 раза перецепились. И генераторная стоит как надо.
Эти столбики потом я вытащу. Вот. И у нас здесь открывается очень большой вид, большое пространство. Наверное, Лег, сюда и беседка встанет. Да, ведь хорошая, большая. Да, не хочешь? Без разницы. Ну так-то шикарно, да, и беседка тут войдет. Ну и да, можно сюда, в принципе. Можно сделать сюда рубленную скамеечку, отдыхать, любоваться. Выйти, присесть, посмотреть на пчелок, как все работает, как погода. Да, Ну, вот так вот. Сейчас будем тащить провод. И надеюсь, сегодня уже подключать надо уже. подключим и заценим тишину, да. Нет, ну на самом деле, я думаю, Не, будет надо- намного, надо потестировать прямо сегодня же. намного тише будет, да. Конечно. А там ее завел, она и тарахтит, пускай там в стороне, да. Ну разве что, если в баню пойдем, будем слышать, а так что. Ничего страшного. С момента покупки УАЗика я ничего вам не рассказывал. Вот. Ездил я на старом 469, кто помнит, мои постоянные зрители. Тот УАЗик у меня уже был в очень плохом состоянии. Уже он был довольно-таки изношенный. В общем, ездить на нем было опасно. И в этом сезоне я, так сказать, его обновил. Помнят у меня, наверное, еще кто старые подписчики. Была багги самодельная из трубы. Вот. Его я продал, ее я продал и продал тот УАЗик. И вырученные деньги вот, ушли у меня на этот УАЗик. УАЗик, сразу говорю, боевой. Ничего в нем такого нет. Вот. Установил я на него уже лебедку, поэтому начинаю ей пользоваться. Один момент у меня был. Пробовал я, очень хорошо работает. Китайская лебедка, винч 12 тысяч. Так, усилие у нее где-то 5 тонн. В общем, пока работает. Работает хорошо. Вытаскивает. Пока я доволен. Может быть, кто-то и скажет, что это ерунда, но вот. Многие ими пользуются. В принципе, они работают, и почему бы и нет. Вот. Купил я новый хайджек. Он у меня на 3,5 тонны. По-моему, 1,5 метра у него подъема. Все-таки эта вещь необходимая, хоть и есть лебедка. Это тоже, друзья, все из прошлого опыта, как у нас УАЗик ломался. Возили мы с собой винтовой этот домкрат. Полная ерунда. В общем, вот. Ну и, конечно же, на помощь приобрел набор инструментов. Это у меня вихрь. Здесь 108 разных, в общем, тут 108 элементов. И тут, друзья, много чего есть. Трещотка большая, маленькая. Есть, мне понравилось, нестандартные головки. Вот, допустим, на 16. Так, еще где-то я видел. Вот, на 15. Вот, друзья, особенно актуально на китайской технике. Таких иногда и не найдешь. Поэтому вот, вихрь. Хороший большой инструмент. Тут даже под звездочку есть, под шестигранник. В общем, рекомендую. И цена у него более-менее еще такая адекватная. Вот. Ну и вот у меня инструмент, с которым я раньше ездил. Тут у меня советские ключи рожковые. Их, конечно же, тоже и не хватает. Поэтому набор инструментов должен быть. И причем хороший и качественный, друзья. Ну вот, УАЗик эксплуатирую. Ну, дальше будем, может быть, еще что-то апгрейдить. Хочу сделать сюда самодельный бампер из профильной трубы. Из профильной, из швеллера. Ну и сделать отсекатель, чтобы лабаш вот так не ломало. Будем сейчас прокладывать электричество. Раскатали мы вот этот белый кабель, он 20 метров, и 20 метров вполне хватает до генераторной, где она сейчас стоит. Этот белый кабель у нас пойдет на прожектор, он 0,75 сечением. Потащим мы все в ПНД гофре, 25 миллиметров в диаметре. В принципе, диаметра хватает, чтобы протащить два провода с запасом причем. Вот.
Здесь у меня маленькая ПНД гофра, она пойдет на прожектор. Прожектор у нас будет закрепляться на дерево, как мы мечтали, чтобы у нас или свет был еще и в той стороне. Вот. И основной кабель 2 на 2,5 квадрата. Вот он у нас будет силовым. То есть он у нас будет запитывать избушку, ну и баню, соответственно. Ну все, мы сейчас будем протаскивать провода через гофру. Ну и будем вкапывать. Наверное, где-то на штыковую лопату. Много не надо, в принципе, достаточно. Тащишь? Она идет, тащи просто посильнее. Так, стой. Давай. Провели мы гофру, завели 2 провода. И что у нас получается? Вот это все бензогенератор приходит, это у нас пойдет на прожектор. Прожектор будет здесь. И вот так вот у нас тут будет все. Осталось закопать и подключить. Повесить табличку, написать осторожно, кабель Не для... копать 10 сантиметров. Электричество у нас есть. Так, ну-ка в избушке. Все, в избушке тоже все есть. Ну все, подцеплено, значит, все правильно. Теперь закрываем. О, телевизор заработал даже. Старая вилочка. Старая вилка, сломанная вилка. Ну все, закручиваем. И, в принципе, дело за малым осталось подключить прожектор. Основную магистраль мы протянули. Вот сейчас заводим гофру для провода под прожектор. Вот он прожектор. Прожектор 70 Вт. Вот тут написано IP65. У нас на том углу, на том дереве примерно такой же мощности он. И у нас сейчас вечером запустим, кстати, еще нужно будет отрегулировать. И у нас полянка будет освещаться с этого угла. И потом в будущем, когда решим, точнее решим, на каком месте у нас будет беседка, это анонс, так скажем, на будущий год. И туда мы тоже проведем прожектор. Вот. Ну, вот либо на этом месте на освободившемся, либо вот там. Туда еще потащим. Так, давай тащи. Да, мы это сделали. Все, у нас теперь прямо освещение здесь будет. О, мощная, блин, аж слепит, друзья. Вот так вот. Классно. 3 часа работы. И все готово. Светлое время суток с каждым днем становится все короче и короче. Не успели мы закончить дела с электричеством и сходить на охоту, как вдруг стемнело. Чтобы не терять время, Алексей Анатольевич предложил под фонариками съездить за дровами. Собственно, за ними мы и отправляемся.
Вообще огонь. Я говорю, вообще четко. Все видно. В волейбол можно играть. Ну что, друзья, смотрите, какая у нас тишина теперь на этом месте. В избушке не будет никакого грохота, да? А все равно, когда двери открываешь, кто-нибудь заходит, да нет-нет, да... Ну, неприятно, в общем. И смотрите, он там тарахтит, и здесь вообще, ну, практически его не слышно. Гораздо тише. Опять кинотоидная собака орала. Сейчас что ли? Вот там опять. Не слышу. О, Слышал? да. О, Да-да, ору. Это вот значит, они сегодня бегали, там и сидели. а, шум ты имеешь в виду? Да. Да что-то нет, там как будто что-то массивное было. Мы решили стаскать все наколотые дрова. Алексей ругается. Конечно, роса упадет. Что, зря кололи, что ли? Дрова вымокнут, боится. В общем, убираем и слышим вот тут недалеко от избушки звуки енотовидной собаки. Давно я их не слышал. Я в моменте подумал, что их уже здесь не стало. Возможно, их истребили. Возможно, не знаю, там волки их задрали. А нет, оказывается, они здесь. Где-то ходят, все орут. Ох, чебель. Душа радуется. Можно зимой приехать. Да ты что, не раз, да еще в баню. Еще раз, еще много-много раз приедем. Скоро у нас полянка станет пустой. Еще чуть-чуть. Скоро будет снег. Соответственно, пчел будем убирать уже на зимовку. Пчел мы, кстати говоря, подготовили, пролечили. Так что ждем морозов и заносим. Друзья, у нас вырисовываются проблемки. Вот, контроллер выдает ошибку. Ошибка E3 – это слабый заряд аккумулятора. Мы обычно испытываем такую проблему именно осенью, когда солнце уже слабое и солнечная панель просто не заряжает, слабо заряжает аккумулятор. Мечтаю усовершенствовать всю эту систему и приобрести сюда гелевый аккумулятор, который идет специально для солнечной панели. Вот, он идет емкостью больше, по-моему, 100 ампер-часов. Ну, там можно и поиграться, можно и поменьше взять. В общем, и хочу со временем перейти на солнечную энергию полностью.
То есть купить аккумулятор, потом инвертор и, можно сказать, вот будем гонять зеленое электричество. Но есть такая проблема, аккумуляторы эти, зараза, очень дорогие. Они там доходят до 20 тысяч. Ну, это у нас, в общем, тоже светлое будущее. Посмотрим, разбогатеем. Аккумулятор этот нужно поменять. Этот аккумулятор мы поставили, по-моему, в 2021 году. Уже, считай, 2 года он у нас работает. И мы его периодически возим с собой зимой. Дома подзаряжаем и привозим. И также подцепляем. Сейчас будем заниматься потолком. Вот у нас 10 мешков опила мы привезли. Этот опил будем поднимать на потолок и будем его рассыпать. И потом будем сверху добавлять гашеную известь. Вроде бы как говорят, что помогает это от мышей. Мыши, в общем, меньше будут пребывать на потолке. Но не знаю, как это работает, но все же многие так делают. У нас, кстати говоря, известь тоже есть. Вот, который опил находится там. И будем вот на эту партию свежую еще добавлять. У нас там доски. Нужно будет сперва достать доски, потом сделать короб защитный для трубы печной и будем поднимать. На 38 делать где-нибудь 50 на 50 и четко. Короб мы установили. Это специально в целях защиты, чтобы опил на трубу не наваливался. Потом вот это пространство нужно будет заполнить, возможно, каким-нибудь материалом, не знаю каким, может быть, подскажете. Есть этот такой красный пористый, как, Лех, называется, не помнишь? Керамзит, да, вот, что-то вроде керамзита. Ну все, у нас все готово. Сейчас будем мешки закидывать и рассыпать их. Смотри, как мыши гнездо раздолбали. Нифига. Жестко они с ними. Как в операции, да, кидаешь. Со звуком гейм. Ну, я думаю, еще мешочек пока хватит.
там у стенки нормально у нас. Коробы-то нормально. Опил мы рассыпали еще сверху известь. Вот все так выглядит. И сейчас будем доски выкладывать. Друзья, есть один момент. Если доски класть прямо на опил, мыши очень любят делать гнезда под ними. Вот у меня до этого доски лежали прямо на опиле. Вот мы их сейчас убрали, и я вытащил 2 гнезда. Поэтому чуть-чуть я приподнял вот этими досками, и на них у нас будут лежать доски. И, соответственно, здесь будет у нас промежуток. Все, да? Нет, Ну что, у нас вторая партия дровишек готова. Напилили мы елки и пихты. Сухой прям. Пихта, она вообще настолько сухая, что она, веса в ней нет. На растопку самое то. О! С одной руки-то. Кончили с расколкой дров. Здесь у нас елка и пихта. Деревья сухие, поэтому щелкаются с одного удара. Здесь получилось примерно так же, как и первая партия. Сейчас мы их складываем, друзья, и на этом все, будем собираться. Будем выезжать.
мы полностью закончили, все мы работы переделали. Прожили мы в общей сложности здесь 3 дня и 2 ночи. За это мы время поработали, сходили на охоту наконец-таки, хоть и безрезультатно. В общем, с погодой нам очень повезло, я считаю, такие осенние деньки вряд ли когда-то еще будут. Вот. Работы все выполнены, крыша у нас утеплена, дрова у нас есть, электричество мы утащили подальше, поэтому сейчас будет полная тишина. Надеюсь, вы, наверное, в ролике это было слышно, как здесь стало, намного тише. Ну и в общем-то все, друзья. Алексею Анатольевичу большое спасибо за эти прекрасные Тебе спасибо 3 дня. за гостеприимство. И от меня такой небольшой липового медика. От души. Так что ешь сам, угощай супругу и ребенка, соответственно. Обязательно. Ну, друзья, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, комментируйте, делитесь этим роликом в любых соцсетях. Пишите, предлагайте, не забывайте про соцсети, там я публикую все фотографии до выхода ролика, так сказать, анонс. Ну и у нас там небольшая банда, те, кто следят и те, кто реагирует на эти фотографии. Всем спасибо, всем до свидания, увидимся в следующем ролике, всем пока. Пока. Здесь все оставляем в полной чистоте, все прибрано, все готово для следующего жительства. Ну ладно, пока, избушка.